H96 Max, пишут 8К декодинг, но это H96 Max на рокчипе 3528. Вот такая вот новиночка, 4 на 32. Но знаете, что я удивлен? Я удивлен, что они обновили РК, при этом 3528, да еще и 64-битной системой за $30, вот этот вот ТВ-бокс. Но при этом он что-то может. А вот что может, давайте смотреть в этом обзоре на канале Технозон. Поехали. Если обратиться к первоисточнику, где я его покупал, то заплатила за него $30, H96 Max RK 3528, Android 13, Wi-Fi 6 обещают, но тут мы тоже сейчас обговорим. Практически никакой информации гады не дают, то есть есть только вот основная картинка, его цена и различные версии. А вот еще картинки есть, да, тут с обозначением того, что Wi-Fi 6, скринкаст какой-то есть и 8К видеодекодинг, и прямо вот 3000 Mbps Wi-Fi 6, AirPlay, DLNA, Miracast. Я вот вам сейчас всю правду матку и выложу. Но перед этим вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы ТВ-бокс вы хотели, чтобы я сделал обзор, это раз. Во-вторых, за $30, что бы вы посоветовали, я понимаю, что вы сейчас скажете, Tanix W2 и ссылки на Tanix W2 в описании под видео. А в-третьих, подписывайтесь и нажимайте колокольчики. Но и ссылки на проверенного продавца на этот ТВ-бокс лежат в описании под видео. А вот теперь небольшой вам экскурс перед тем, как вы увидите. Дело в том, что обновление этого процессора назревало давно, но никто не верил, что они его сделают настолько интересным, чтобы оно хоть как-то работало. И на этом ТВ-боксе я на самом деле смог просмотреть нормальный ютубчик 1080p 60 Гц, я смог смотреть IPTV, я смог смотреть стриминговые сервисы там по типу Megugo и раздачи там до 30 гигов я абсолютно нормально смотрел. Но больше всего меня порадовало то, что, во-первых, здесь есть USB 3, я объясню почему. Здесь есть USB 3, USB 2, есть у нас LAN J45 на 100 мегабит, HDMI обыкновенный, без вывода 8К, есть разъем питания и больше ничего интересного. А теперь объясню, почему USB 3. Я подключил к нему SSD-шничек, вот такой вот, и без ограничения любого размера фильм, 4К 60 FPS, вот так вот с лету прошло. Вообще идеально проигрывало через медиацентр. Это приложение, которое специально для рок-чипов для просмотра контентов. При этом через медиацентр я посмотрел, допустим, тестовые ролики, тесты на звук. Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, как простой Dolby Digital, DTS и есть HD Master Audio. Это для любителей концерты посмотреть. Тут тоже это есть. И казалось бы, а что же такого там за $30? Да он просто работает за $30. Здесь 64-битная система. Но есть минусы. Я не могу гарантировать нормальную работу HDMI CIC, я не могу гарантировать нормальную работу HDR на RK 3528, к сожалению, потому что у меня был печальный опыт. И тут, если вот рассчитывать, что все-таки это Full HD решение за такую цену, то, конечно же, тут HDR особо не нужен. Но вот вы напишите в комментах, у кого есть такой, у кого как работает HDR, а тех, кому интересно, идем и читаем. Потому что, честно говоря, я с HDR тут небольшие сомнения у меня есть. В целом, идем тестируем немного и делаем выводы. Но вместо него я, конечно же, рекомендую Tanix W2 на прошивке Slimbox. Переходим. Вы знаете, такой цветастый интерфейсик. Я уже соскучился за такими интерфейсами Китай-боксов, потому что все Android TV, да, Android TV, но давайте смотреть, что тут есть. Кастомизации подлежит только нижняя часть, и здесь вот плитки какие-то. Внизу можно их чего-то там назначить. Какие-то приложения. Но это такое дело. Мне интерфейсы такие изначально не нравятся, хотя некоторым этот минимализм заходит. Простота залог, скажем так, здоровья. Ну ладно, идем в настройки, посмотрим, что тут у нас пишут. Экран есть настройки, да ладно. HDMI. И тут у нас от 480p до 4К, 2К. И при этом полноценных. Есть адаптивный HDR, но тут вот вопрос с вот этими вот RK30. Ну, короче, ребят, я не заявляю, что здесь работает нормальный HDR. Я не могу. Кстати, картинка регулируемая. Смотрите. Оно регулируется? А нет, не регулируется или регулируется? Да ладно, не регулируется. Ну, бывает и такое тоже.
Я, честно, я ржу с таких ТВ-боксов. Хотя за свои деньги там что-то кто-то покупает, смотрит. И вполне, если денег совсем уж нет, то можно, в принципе, это смотреть. Можно звук у нас выбрать, форматы звуков. Ну-ка, HDMI битстрим тоже потестим, сейчас узнаем. Есть еще настройки экрана и звук. Ага, использовать частоту кадров контента. Ну, ребят, автофреймрейта нет, сразу говорю, чтобы не было потом никаких спекуляций. А вот здесь вот как раз уже и выбираются форматы звука вручную, которые на битстрим. Все равно изменить. Да, все равно изменить. Все равно не изменить. И все равно изменить. И еще раз все равно изменить. Тут ладно, тут мы уже входы. А какие входы у нас? Это знаете чего? HDMI цик. Давайте, аудиоконтроль, аудиоамплифер контроль. Да ладно, слушайте, ну прям позаявлялись, ужас. Ну ж понимаете, какая реализация этого всего действия? Да никакая, в принципе. И есть у нас performance dial, где будет отображаться температура. Самое интересное, у этих процессов 58 градусов. Я как бы не видел, чтобы они вообще нормально как-то грелись, имеется в виду в овернагрев уходили. Ой, верните. Смотрим по IDA 64, 3528 платформа, ROG чип 4х32. Ну и я подсоединил к нему еще SSD диск. За процессор у нас Cortex A53 по 2 ГГц 4 ядра. Ну такой себе апгрейд. Mali 450 MP. Старючий ускоритель, уже знаете, его уже пора на свалку истории. 5 ГГц подключено с коннектом 121. Да ну что ты будешь делать? Очень неудобно как-то сделано. Я просто пульт такой использую, просто мрачный. Теперь Android у нас. Ну, если бы еще и не реклама, то вообще было бы классно. Android у нас 13-й. Температура совпадает? Совпадает, 63 градуса. И кодеки, вот по кодекам, как они заявляются, вообще я не представляю, как они там 8К каких-то декодируют. Чего-то есть, откуда они 8К декодируют? VP9 есть, а 8К, ну, а V1.0 нету. А V1 кодека нет, и чтобы там не писали продавцы, его здесь нет. Все, можно там пытаться как угодно его искать. Ну вы же понимаете, что в AnTuTu этот процессор проверять вообще нет смысла. Нам главное проверить, чтобы хоть что-то проигрывалось, а не то, что там в AnTuTu даже проверять. Играть на таком однозначно нельзя, и не то, что не рекомендую, а вообще я категорически против. Давайте сейчас мы сетевые модули проверим. Так, 5 ГГц. Ай-яй-яй. Сейчас мы выберем. Да блин. Стартуем 5 ГГц, смотрим на скорость. Прям аж интересно. И тут, о боги! 5 ГГц, 67, 8, 70 мегабит. Ну, это, в принципе, 50, чуть больше 50% от коннекта, который заявляются. Там по-другому здесь быть не могло. Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет что-то интересное, нет. Это ниже среднего. Говорю, среднее это 100-150 мегабит, выше 150 мегабит это нормальный, там до 250 мегабит нормальный, и выше там 250-400 это суперовый. Ниже сотки это ниже среднего, а ниже 50 это уже самый плохой. Такие-то, кстати, тоже бывают, на 5 ГГц работают. Пробуем 2,4 ГГц. 2,4 подключено. Давайте на спид-тестик. А ну-ка, давай повторим подвиг. Сейчас окажется 2,4 такой же, как 5 ГГц. Сюда я буду ржать, конечно. Такое тоже, кстати, бывало. А ну? Ну, такое. Ну, при этом неплохо. 2,4 нормально. Это чуть-чуть выше среднего. Средний это 30 мегабит. Все, что ниже 30, это плохо. Все, что выше 30, это уже такое выше среднего. А все, что выше 80, это уже хорошо. Ну, слушайте, нормально, в принципе. 2,4 гигабита, ой, гигагерца, господи, справляется. Сейчас мы Lana J45 проверим. Подключаем Lana J45. Сейчас как выдаст 1000 мегабит, я вообще обалдею, я вам честно говорю. Вот это будет сюрприз. Оно зажглось. Все, завелось. Ура. Пробуем Lana J45. И тут у нас сотка. Сотка, ребят. И ничего ты с ним не поделаешь. Ну, есть как есть. 94 на 94 это чистые 100 мегабит. Тротлинг тест как бы очень нужен.
Это прям обязательный тест, и мы там, кстати, увидим производительность, потому что 3D Mark здесь заводить для игровых тестов нет смысла, и Antutu тоже нет смысла. Есть смысл посмотреть в тротлинг-тесте. Смотрите, частоты 2.01 держит, как-то так интересно. Сейчас посмотрим. Хотя, знаете, хочу отметить, что достаточно живенько работает интерфейс. Я прям удивлен. Ну, посмотрим, что он нам выдаст. Вернемся через пару секунд для вас. Ох, ну вы знаете, не думаю, что это самый плохой график, который я видел, при том, что температура максимальная была всего лишь 70 градусов. По быстродействию 41 тысяча баллов, это примерно как AMLogic S900W2, и это как бы, кстати, приятный сюрприз. Больше из тестов я ничего здесь проводить не буду, мы здесь оценим просто мультимедийные возможности. Для того, чтобы оценивать мультимедийные возможности, будем использовать медиацентр. Объясню, на рок-чипах, как и на Allwinner, лучше всего использовать официальные приложения, которые разрабатываются под эти процессоры для проигрывания чего-либо. Я сейчас буду проигрывать огромный 70 гигов тестовый ролик. Кстати, он заиграл, ну это тестовый ролик, это тестовый фильм. Заиграл он Dolby Digital. Сразу будем снимать видео, что очень удивительно. Получается, что он проигрывает, ну сейчас у меня тут Dolby Digital, он проигрывает без ограничения. Ну, сейчас перемотаем куда-нибудь на серединку. Ну, да ну, вы что, он проигрывает. Я, честно говоря, удивлен. Он проигрывает. Давайте попробуем различные форматы звука. А ну давайте, Dolby Digital Plus есть. Я вижу сейчас, это Dolby Atmos у нас идет как Dolby Digital Plus. Теперь, а ну давайте чистый Dolby Digital Plus. Тоже идет как Dolby Digital Plus. Да ладно, слушайте, неужели Dolby True HD у нас идет как Dolby Digital простой. DTS ядро идет у нас как DTS. Вот это да. И DTS Long Lossless идет у нас как DTS HD Master Audio. Да ладно, слушайте. У него есть DTS HD Master Audio. Приятное дополнение, скажем так. Я еще один включу какой-нибудь фильм. Тоже высокобитрейтный. При том, что температура не повышается выше там 67 градусов при проигрывании очень тяжелых фильмов. Ну, имеем, что имеем. Я тоже показываю всю правду. И говорить, что этого нет, я тоже не буду. Давайте так. То, что здесь есть Netflix, там есть какой-то Prime Video, это все фигня, потому что здесь нет абсолютно никакой сертификации. По поводу ютубчика. Давайте ютубчик потестим. Попробуем в YouTube проиграть какой-нибудь мой тяжелый ролик. Сейчас попробуем сначала каменные могилы, потом дикую реку. Слушайте, проигрывает? Я просто пробовал Vontar R3 на этом процессоре. Это был трешак, я вам честно скажу. А вот как-то H96, скорее всего, прошивка поинтереснее получилась. Сейчас мы качество, само собой, повысим. Сейчас проигрывается у нас, ну давайте, 4К. А ну, давай. И нифига. На каком 8К они пишут? 4К в дропах, в полных. Не-не-не, он даже не хочет. А ну, 2К, 60 FPS попробуем. Я думаю, что здесь Full HD. Я думаю, что это Full HD решение. И... А ну, 2К? Не, оно с фрезами идет. Ну, такое, тык-тык-тык-тык. Да, оно с фрезами, оно дропы не регистрирует, а фрезы я визуально вижу. И он прям сам прям подтормаживать начал. Да, он фрезует. А ну 1080p. О, я говорил, что 1080p решение. Пожалуйста, у нас, ну сейчас попробуем дикую реку. 1080p вообще без фрезов идет даже. Давай, смотрим. Загрузка проца. Вот загрузка проца сейчас 99%. У меня такое ощущение, что ну вообще программно декодирует. Да, дикую реку воспроизводит. Но это 1080p, я вижу некоторое продрагивание.
Я думаю, что здесь все-таки, ну знаете что, это HDR ролик, он его в SDR переделает, а мы сейчас попробуем без HDR. Нет, то же самое, слушайте, то же самое. Ну, короче, 1080p это максимально, что он может нормально проигрывать в YouTube. Тут как бы мы тоже вам должны эту всю правду сказать. Пробуем IPTV. Это Full HD IPTV. Ну, достаточно высокобитрейтная и при этом нормально воспроизводит. Сейчас другой канал попробуем. Пойдет 70 градусов при проигрывании. 70 градусов. 71. Ну такое, слушайте, вообще я удивлен. Он сейчас работает вот по воспроизведению контента ничуть не хуже, чем iMlogic W2. Я прям удивился. Смотрите, как переключает нормально. Вообще отлично. Несмотря на то, что, допустим, здесь нет сертификатов, то посмотреть все равно некоторые стриминговые сервисы, которым не нужны особо сертификаты, типа там Свит ТВ, Мегуго, вы все равно сможете. И то, что здесь Netflix нет, это не такая уж и большая проблема. В принципе, данный TV-бокс не рассчитан был на такой Netflix. Я сейчас смотрю фильм на Свит ТВ и как бы вообще без вопросов. 71 градус максимальная температура. Это вполне вменяемая, хорошая температура. Слушайте, но у нас остается еще не закрытый вопрос по раздачам через Matrix. К сожалению, по новым ограничениям YouTube я не могу этого показывать, но то, что мы тестировали, я вам могу сказать, до 30-ки спокойно он вытягивает. Я удивлен данным процессором. Игры нет однозначно, и переходим, резюмируем. Больше мне вам показать в этом ТВ-боксе нечего. В качестве выводов скажу, за 30 баксов, в принципе, он чего-то делает, и при этом делает достаточно неплохо. А если хотите знать мое мнение, то я бы его не покупал. Все-таки я купил бы, вот честно, я бы покупал бы, это Xiaomi Mi TV Stick 4K. Если вам нужно 4х32, то это само собой уже там Tanix W2, и прошивал бы на Slimbox. А в остальном всем, это мое мнение. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.